Подавай-ка мне павлиний. И играет на гармошке, а также поет песню. Но вдруг в лес пришли охотники, пытаются спасти его друга Косолапого. И здесь слишком быстро, и он пам! Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я решил прокомментировать советский мультфильм. Очень многие из вас просили в комментариях, чтобы я показал вам что-нибудь русское, советское. Сегодня мы будем смотреть мультфильм, который называется «Павлиний хвост». Ну что, вы готовы? Поехали! Ну вот, начинается мультфильм. Это основан по сказке Корнея Чуковского. Такой был известный советский писатель. Я помню этот мультфильм, когда я был маленький, я его смотрел. И, конечно, он очень смешной и необычный. Я думаю, что вам он тоже понравится. Вот. Лечебница доктора Айболита. Возможно, вы знаете, доктор Айболит — это такой аналог, я бы сказал, американского доктора Дулиттл. То есть того доктора, который лечит животных, он как ветеринар, но он также умеет разговаривать с животными. У него такая есть суперспособность. И он лечебница, то есть это там, где он лечит животных, да, в лесу. Смотрим. Отчего у котенка хвост? Вот, пришел медведь и говорит: почему у котенка есть хвост, у теленка есть хвост, а у меня без хвоста, а я без хвоста. Вот, он говорит: пожалейте, помогите мне, пожалуйста. Вот, он хочет себе новый красивый хвост. И доктор говорит: я помогу, не переживай, у меня очень много хвостов. У него целая коллекция разных хвостов. Вот. И сейчас медведь выберет. И он сразу присмотрел себе павлиний хвост, да? Это хвост павлина. Вот. Очень красивый, блестящий. Вау. Подавай-ка мне павлиний. Он говорит: давай павлиний. Зеленый, синий. А доктор смеется и говорит: зачем тебе павлиний? Может, возьмешь себе козлиный, да, то есть козла. Стоп! От баранов и козлов. Подавай-ка мне. Вот, видишь, а он такой упрямый и говорит: не нужны мне хвосты от козлов и баранов. Вот, я хочу гулять по лесу, и чтобы все на меня смотрели и видели, какой я красивый. Вот. И сейчас все животные собираются смотреть на медведя с его новым павлиним хвостом. Вот, белочки стучатся друг к другу в дупло. Да, это они живут в дупле. И сейчас они собираются. Зайчики тоже прыгают. И все идут смотреть на красивого медведя. А он щеголяет, да, щеголяет, то есть показывает, какой он красивый. И играет на гармошке, а также поет песню. Вот. Про то, какой же он классный, красивый, и как все смотрят на него, и все его любят. Зайчики и белочки даже помогают ему нести его хвост, потому что он очень тяжелый. О, боже мой. Да, в общем, он очень гордится его хвостом, что он такой красивый и сильный. Вот. А тут лиса пришла, она подумала, что это павлин, но потом она увидела, что это медведь. Чего же ты хорош так, Ой, павлин? говорит, какой же ты красивый, как ты хорош. И я даже не подумала, что ты медведь. Я думала, ты павлин.
Ох, какая красота. Ну и вот они все танцуют и радуются. Но вдруг в лес пришли охотники, да, и они выстрелили из ружья, и все животные сразу спрятались, разбежались по разным местам. А медведь с его большим павлинным хвостом, ему очень трудно спрятаться, и он залез тогда в старое дерево, а хвост остался торчать снаружи. Охотники идут по лесу, и вдруг видят, да это же жар-птица, да? А жар-птица — это была такая мифическая птица в русских сказках. Жар-птица. Это что-то наподобие феникса. Вот. Смотрите, смотрите, ведь это жар-птица. Вот. Из это чистого жар-птица. золота перья на ней. Из чистого золота перья. То есть золотые. Вот. Сейчас они попробуют поймать жар-птицу. Вот. Они не знают, что это медведь. И они потихонечку крадутся. Вот. А тут птички маленькие увидели и думают, надо помогать медведю, надо его спасти. И они полетели, конечно, к доктору Айболиту. И сейчас они все ему расскажут. А он понимает животных. Поймали охотники нашего друга. Он говорит, поймали охотники нашего друга? Да? Попал косолапый в беду. Попал он в беду? Косолапый. Так называют раньше медведей. Косолапый, да? Вообще, в давние времена люди никогда не хотели называть медведей по их имени настоящему. Даже само слово «медведь» считается, это такая теория, она не доказана, но есть теория, что настоящее название медведя было утеряно. Мы не знаем, как называли медведей, но мы используем слово «медведь». Это значит тот, кто медом ведает. Мед — это это то, что делают пчелы, да, бззз, вот, это мед. А ведать — это значит знать, то есть тот, кто знает, где есть мед. Вот, а тут они даже по-другому его называют. Они называют его косолапый, Потапыч. То есть у медведей есть много разных имен. Давайте смотреть. И вот наш доктор быстро-быстро едет на велосипеде, пытается спасти его друга косолапого, да, то есть медведя. Едет по дереву, вот, а охотники вот все пытаются его поймать, пытаются забраться, но у них не получается. А доктор Айболит торопится, едет через озеро на велосипеде. У него велосипед-амфибия. Ему ничего не страшно. А птички ему помогают. Вот, но тут охотники решили сломать дерево. Да, решили это его сбросить вниз. Сейчас они дерево сломают. Вот, дерево сломалось, свалилось. А они посмотрят, а там медведь. Они испугались. Вот, достали ружья, да, у них длинные ружья. Направили их на медведя. И вот, говорят, все, ты теперь наш. А медведь, он лапы поднял. Вот, Айболит торопится, пытается успеть вовремя, но он едет с горки. И здесь слишком быстро, и он ударяется о пень, летит, его велосипед ломается, и он падает в лужу, полную грязи. Но тут мы видим, что все, медведя уже поймали, и его связали, а зайчики и белочки помогают Айболиту быстрее ехать на сломанном велосипеде, только они сделали его из березы, да? Это береза, дерево, так называется. Вот, они быстренько сделали самодельный велосипед. Вот. Ну и вот, он приехал помогать ему. Что ж вы бедного связали? Почему вы его Развязать связали? его нельзя ли? Можно его развязать? Дай нам
Выкуп. А они просят за него выкуп. Выкуп — это значит, например, если бандиты, они украли человека, и они хотят выкуп, то есть хотят деньги за этого человека. И эти охотники тоже хотят выкуп за медведя. Чтобы они его отпустили, им нужен выкуп, да? Но они не говорят деньги, они говорят вот такой, смотрите, Такой. вот большой И выкуп. бери его То с есть- собой. И сейчас они будут думать, что же делать. Но Айболит, он знает, что он может дать охотникам. Вот. И сейчас все животные начинают бежать по лесу и собирать разные ягоды. Да, это рябина, ягода. Птички собирают рябину, белочка взяла кору от березы и будет собирать что? Конечно же, орешки, да, потому что белочки, они едят орешки. Вот, и она собирает орешки, желуди, вот, чтобы дать их как выкуп этим охотникам. Вот, зайчики собирают грибочки, а там... Мы нашего Вот. Топтыгина в обиду не дадим. Да, ну, он поет про песенку, про то, что они помогут медведю и соберут всю еду, которая есть в лесу, потому что ее очень много. Вот, тут яблочки, грибы, Леса у нас полны, и Да. ягоды, и яблоки у нас припасены. яблоки и ягоды, да, и всякие разные грибочки. Вот, так много всего. Ой, белочка уронила орешки, и все зайчики разбежались, кроме одного. Вот, такую большую уже гору, да, собрали разных явств, таких лесных. Вот, а охотники смотрят, думают, ого, ничего себе, большой выкуп. Вот, они очень рады. Берите же, Вот. охотники, подарки у зверей. Он говорит, берите подарки у зверей, охотники, и отпустите нашего Топтыгина скорей. То есть отпустите нашего медведя. Все, вот они его отпустили, он счастливый бежит обниматься, да, вместе с Айболитом, потому что он его спас. Вот, ну все, выкуп готов. Теперь медведь счастливый идет обратно домой. Птички, у них еще осталось немножко ягодки, они выбросили ее. И, конечно, шляпу сейчас принесут назад Айболиту. А он говорит, Мой милый друг, павлинами рядится, медведю право не годится. мой милый друг, павлином нарядиться, медведю право не годится. То есть, значит, что тебе не годится так нарядиться медведем. То есть так нельзя делать. Ну, это все на сегодня, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. И если вы хотите видеть больше моих видео, в которых я комментирую советские или другие мультфильмы, истории, сказки, то пишите в комментариях. Можете писать название. К сожалению, очень многие популярные мультфильмы, они все еще не находятся в общественном достоянии, поэтому я не могу их сделать, но я попробую найти что-нибудь интересное для вас. И, конечно, спасибо всем моим патронам, которые поддерживают меня на Патреоне, особенно таким людям, как Джоэл, Лиз, Джош, Джефф, Бирк и Елена. Спасибо вам, друзья, и вы также можете меня поддержать вот здесь. До скорого и пока-пока!